Президент России Владимир Путин не так давно предложил нашему правительству задуматься над возможностью прекратить поставки недружественным странам стратегических металлов – урана, титана и никеля. Именно подумать, чтобы не пойти по пути коллективного Запада, который при помощи рестрикций в отношении России привык и полюбил стрелять себе в ноги и в прочие части тела. И это логично. Если идти на такие меры, то в отношении экономики собственной страны необходимо руководствоваться медицинским принципом «не навреди». Уходя с того или иного рынка, думай, на какой можешь прийти. Мое личное мнение, впрочем, крайне незамысловато. Менять вот эти рынки нужно на рынок наш собственный, внутренний. И это самый оптимальный вариант. Вот только в ближайшие десятилетия нам, к сожалению, это, что называется, не светит. Емкость внутреннего рынка кратно ниже, то есть спрос на эти стратегические металлы кратно меньше возможностей нашей добывающей промышленности. Единственное исключение из этого нехорошего правила – уран. Вот о нем мы поговорим, особенно с учетом всего того, что уже успели наговорить всевозможные комментаторы в многочисленных комментариях. В результате наговорена просто невообразимая дичь в таком количестве, что разбираться в ней просто необходимо, дабы отделить зерна от плевел. Критиковать кого бы то ни было конкретно не собираюсь, просто попробую разложить все по полочкам. Если беремся рассуждать об уране, в обязательном порядке надо держать в памяти не самую сложную мысль. Уран не только первичный ресурс, используемый в атомной энергетике, но и тот металл, который необходим для создания атомного и ядерного оружия. На всякий случай напомню, что школьная, так сказать, классика «нейтрон ударил в ядро урана, оно развалилось на куски с образованием уже двух свободных нейтронов, которые ударили уже в два ядра урана», касается только изотопа урана-235. 235 – это количество нуклонов в ядре, общее число нейтронов и протонов. В данном конкретном случае речь идет о 92 протонах и 143 нейтронах. Основной изотоп урана – уран-238, 92 протона и 146 нейтронов. Основное правило – при нечетном количестве нуклонов изотоп урана участвует в цепной реакции деления в школьной. При четном количестве нейтронов цепная реакция деления невозможна. Почему? Лучше даже не спрашивать, чтобы в ответ не получать совета изучить курс физика Ландау-Лишеца в 7 томах. Вот просто запоминаем. Квантовые свойства элементарных частиц делают возможной цепную реакцию деления для нечетных изотопов урана и невозможной для четных. В природной руде содержание изотопа урана-235 всего 0,71%, а урана-238 99,2%. На то он и основной. И нет, с арифметикой у меня все в порядке. Еще 0,1% приходится на еще более редкие изотопы. Их объем и дает полное 100%. Для нужд атомной энергетики требуется содержание урана-235, делящегося материала, было не менее 3,6%. Уран с содержанием 235 изотопа 90% и выше – оружейный. Для выполнения обязательств по договору ВОУ-НОУ, он же мегатонны в мегаватты, он же договор город Черномырдина, в Росатоме, а конкретно на Сибирском химическом комбинате, была разработана и реализована технология превращения оружейного урана в уран энергетический. Технология не секретная. После России и Росатома она была освоена и в других странах, и используется и в настоящее время. Но об этом чуть позже. Для того, чтобы получить из природной урановой руды ядерное топливо для атомных электростанций, необходимо 5 этапов передела. При этом после первого, четвертого и пятого этапов передела получают продукт, который может быть реализован на мировом рынке. Экономическая закономерность очевидна. Продукт пятого этапа передела стоит намного дороже, чем продукт третьего этапа передела. Продукт третьего этапа передела намного дороже продукт первого этапа передела. Приношу извинения за режим капитана очевидности. Но об этом настолько часто забывают, что я просто вынужден говорить подробно. Вот теперь можно уже и пробежаться по этим этапам передела, чтобы постепенно погрузиться в мировой рынок урана, который удивителен тем, что имеет очень мало общего с рынками любых других товаров. Причина, по которым это именно так, тоже вполне очевидна. Уран в любом его виде радиоактивен, и неважно, высоко он активен или низко активен. В любом случае для ведения с ним торговых операций требуется отдельная лицензия, как минимум от государственного регулятора, как максимум от МАГАТЭ. Лицензия на производство, на хранение, на транспортировку. Вторая особенность. Та самая. Уран энергетический и уран оружейный друг от друга отличаются только содержанием в нем делящегося изотопа урана-235. При наличии соответствующих технологий перевести один вид урана в другой вполне возможно. Следовательно, для работы на урановом рынке требуется лицензия МАГАТЭ на право обращения с ураном. То есть отбор покупателей тоже крайне жесткий.
Общий вывод – мировой рынок урана крайне ограничен. Свободным его назвать можно разве что с глубокого похмелья. Компания, желающая связываться со всеми этими лицензиями, внешним контролем и прочими прелестями, много быть не может по определению. Следствие номер один. Компании, обладающие всем комплектом лицензии, предпочитают работать друг с другом на основании долгосрочных контрактов, а не посредством биржевой торговли неизвестно с кем. Это действительно так. Из общего объема урановой продукции на биржевой рынок попадает не более 10%. Да и то исключительно по доброй воле реальных производителей и покупателей. Им просто нужен индикатор цен, чтобы корректно регулировать формулу цен в долгосрочных договорах. Нет ни одного другого товара с таким набором характеристик, с таким количеством ограничений, с такой закрытостью контрактных цен. Принято считать, что цены долгосрочных контрактов не ниже, а выше спотовых, которые мы видим во всевозможных биржевых сводках. Так это или нет, достоверно неизвестно. А вот об обоснованиях того, что это именно так, а не иначе, мы сегодня и поговорим. Но сначала о 5 этапах переработки урановой руды и о той продукции из нее, которая вообще покупается и продается. Богатыми урановыми месторождениями в настоящее время принято считать те, в которых содержание самого урана превышает 1%. Ключевое в настоящее время, поскольку были и такие счастливые времена, когда имелись месторождения с содержанием урана сегодня с совершенно фантастическим показателем в 60% по содержанию урана. Это я о конголезских месторождениях, руда которых в результате достаточно случайных обстоятельств в 1942 году оказалась на территории США. Да, именно так. Тем, что произошло в небе над Хиросимой и Нагасаки, Япония обязана не только демократам из США, но и бельгийским рабам, трудившихся на рудниках в знойном Конго. Отдельная история, не про нее сейчас. Если после извлечения из шахты или рудника вы получаете нечто, в чем 99% содержимого пустая порода, то продать такой псевдотовар невозможно. Равно так же, как такую добычу с экономической точки зрения транспортировать куда бы то ни было совершенно нецелесообразно. В 100 случаях из 100 горно-обогатительные заводы и комбинаты строят непосредственно на месторождениях. Задача таких предприятий – убрать пустую породу, вышелушить из нее сам уран. Для краткости – обогатить руду. Прошу не путать с таким понятием, как обогатить уран. Это принципиально разный процесс. Технологии обогащения урановой руды весьма непросты, затратны, научно и инженерно изощренны. Я лично разделяю мнение многих экспертов отрасли, которые уверены, не будь жесткого запроса, требования со стороны военных, вряд ли бы такие технологии вообще появились. Вряд ли бы энергетики вообще заинтересовались таким вот ресурсом, как уран. Это не мы такие. Это жизнь такая. Хочешь мира – готовься к войне. Хочешь войны – готовься к войне. Всегда готовься к войне. То, что многие и многие технологии в мирную жизнь приходят из оборонных отраслей – закономерность, отменить которую пока не удается. Ладно, не будем о философии, вернемся лучше в урановые рудники. Тут все намного понятнее. На выходе с предприятия по обогащению урановой руды закись-окись урана. Соединение 3 атомов этого металла с 8 атомами кислорода. Это я сейчас на языке химиков с вами заговорил. Химики его специально придумали, чтобы у всех непосвященных в их учение ум за разум заходил, вы уж не обессудьте. У физиков все проще. Они видят перед собой желтый порошок, видят пробегающих мимо по своим делам химиков и выдают на гора название «желтый кек». Нет, в этом случае кек не отсылка к выражению «лол», а вполне себе химический термин. Не считайте меня добродушным человеком, я сейчас возьму да и поясню этот термин, чтобы вы эту расшифровку распечатали большими буквами и на буфет поставили, гарантируя, что после этого дети конфеты тырить перестанут. Кек. Нерастворимый остаток, получаемый после выщелачивания ценных компонентов из руды, технология извлечения кека предусматривает автоклавное щелочное вскрытие концентратов с их последующим сульфатным разложением. Повторите или и так запомнили. Для тех, кто вздрогнул, желтый кек – порошок желтого цвета, в котором полно оксида урана. И это уже весьма достойный товар с недостойной традицией. Его количество измеряется в долларах США за фунт. И именно в таких вот единицах мы его и видим на всевозможных биржевых торгах и в сопутствующих им информационных сообщениях. Традицию, разумеется, принесли дикие люди, мозговых извилин которых и сегодня не хватает для освоения десятичной системы. Я случайно не сказал сейчас американцы? Исчезнет эта традиция или нет, не знаю, потому вынужден смириться. Желтый кек торгуется в долларах за фунт. Или в других валютах после пересчета курсов. Но про уровень цен чуть позже, пока по сугубо технологическим вопросам. Второй этап переработки урановой руды. Тоже все на чистой логике, которая у каждого человека имеется. Вот перед вами кусок руды, в котором нужного вам вещества всего 0,7%. А нужно, чтобы его было 5%. Как? Пинцетом молекулы перебирать, атомы друг от друга раздергивать, правильные в одну посудину, неправильные в другую?
Атомы урана-238 чуть тяжелее атомов урана-235. И это единственная зацепка, поскольку химические свойства изотопов одного химического элемента абсолютно одинаковые. С твердым веществом никаких методов разделения нет, но с газом можно попробовать. Способ превратить твердое вещество в газ известен всем. Вспоминаем, как это происходит с куском льда. Греем, получаем воду, продолжаем греть, вода превращается в пар. Ну вот радиоактивную жидкость нагревать – тут еще праздник жизни. И вот тут химики дали ценнейшую подсказку. У урана есть химическое соединение, нагрев которого дает возможность обойтись без жидкой фазы и проблем с ней связанных. Греем порошок и после достижения им определенной температуры сразу получаем газ. Красиво? Красиво. Но такое замечательное соединение урана – это один его атом на 6 атомов фтора, или на простецком языке химиков гексафторид урана. Физики проверили, все действительно именно так и обстоит. Как только этот серый порошок добирается до 57,6 градусов Цельсия, он переходит в газообразное состояние. И вот с этим газом уже можно уверенно работать, наращивать содержание делящегося 235-го изотопа урана, используя для этого диффузионный метод или за счет применения газовых центрифуг. Остается сущий пустячок. Из желтого кека, то есть закиси урана, получить гексафторид урана. Ядовитый фтор и радиоактивный уран. Мне кажется, даже пояснять не требуется, насколько опасно такое производство. На отраслевом сленге, который в данном случае хорошо прижился, такая химическая процедура именуется конверсией урана. Если видите и слышите эту устойчивую идиому, то помните, что это сугубо химическая процедура замена соединения урана с кислородом на соединение урана с фтором. Не самая простая технология, освоена далеко не всеми странами, ее использование стоит денег и, разумеется, поднимает стоимость урановой продукции на новый, более высокий уровень. Об этом позже. Продолжаем изучать этап переработки урановой руды. Третий этап – это уже то самое обогащение урана, привычный многим термин. Физическая суть – наращивание количества делящегося изотопа, того самого урана-235. В годы становления урановой индустрии использовалась диффузионная технология, но созданная в Советском Союзе в легендарном Минсредмаше технология газовых центрифуг оказалась экономически настолько более выгодна, что просто убила все прочие методы. Напрочь, намертво. И даже политические интриги, на которые щедрит США, не помогают. Поскольку американские атомщики, американская промышленность освоить технологию центрифуг не способны вот уже 70 с лишним лет, результат – отсутствие у этой страны технологии обогащения урана целиком и полностью. Имевшиеся у них диффузионные заводы закрыты навсегда. Себестоимость выпускаемой продукции, обогащенного до энергетических 5% урана, выше себестоимости при использовании центрифуг в 10-15 раз. Разумеется, стоимость конечной продукции этого этапа переработки подскакивает еще на одну ступень. Разделительная работа не может быть бесплатной. Просто фиксируем и двигаемся дальше. Урановую руду обогатили, гексафторид урана получили, через газовые центрифуги его прогнали и дали остыть. По внешнему виду все тот же серый порошок гексафторида, но делящегося материала в нем уже в 7 раз больше, чем в природной руде. Вроде бы все хорошо, но есть нюанс. Такая продукция в качестве товара не востребована. Никто вот такое рукотворное чудо не покупает и не продает. Причина в том, что в активной зоне реактора требуется вовсе не гексафторид урана, а его оксид. Четвертый этап переработки урана – превращение обогащенного по изотопу 235 гексафторида урана в оксид урана. Рабочий отраслевой термин – реконверсия урана, без химическо-язычных заморочек, поскольку это просто обратная комбинация химической процедуры. Снова могу повторить все уже сказанные слова. Химически и радиационно опасное производство, освоено далеко не всеми, снова стоит денег. В подавляющем большинстве случаев все производственные мощности по конверсии, обогащению по урану-235 и по реконверсии концентрируют на одной площадке. Это экономически целесообразно. Это снимает необходимость дополнительной головной боли. Организацию транспортировки такой гадости, как гексафторид урана, в которой к радиационной опасности плюсуется еще и химическая. На выходе с площадки реконверсии урана обогащенный урановый продукт – ОУП. Досужие журналисты и псевдоэксперты умудряются обзывать это просто ураном, чем вызывают смуту в умах. Одно и то же название для принципиально, тотально разных товаров. Природный уран – желтый кек, очищенная от пустой породы урановая руда. Обогащенный урановый продукт – ОУП. Природная руда, прошедшая еще через 3 этапа переработки. Разница колоссальная и по физической составляющей, и, разумеется, по экономической. Разница по стоимости 2 порядка. Не в 2 раза, а на 2 порядка, 2 дополнительных нолика, то есть в 100 раз, в 200 раз. Причины мы только что обсудили. Внутри стоимости ОУП
вложены стоимость конверсии урана, стоимость его обогащения по содержанию урана-235 и стоимость реконверсии урана. Мое личное впечатление, когда я вижу, что в очередном информационном опусе нет различия между природным ураном и обогащенным урановым продуктом, цензурному описанию не подлежит. Предлагаю считать, что все нужные слова за меня сказал Сергей Лавров. Для России, для Росатома, есть еще один экономический нюанс. С 70-х годов прошлого века мы поставляем на внешний рынок ОУП, но никогда, ни при каких условиях мы не экспортировали природный уран. Следовательно, если вы слышите или читаете про импорт российского урана, про экспорт российского урана, знайте, что вам врут. Врут или умышленно, или по незнанию. Импортировать из России можно только ОУП, поскольку Россия только ОУП и экспортирует. Поскольку человек я добрый, предлагаю считать, что искажением информации в СМИ связано только исключительно с незнанием, а потому следует простить оптом всех журналистов, ибо грешно гневаться на больных людей. Но ни в коем случае не забываем, Россия не поставляет на экспорт природную руду урана, только и исключительно обогащенный урановый продукт. В ОУП вложен труд добычного дивизиона Росатома, Атомредмеззолото, которое сейчас сменило название на новое, которое я еще не успел выучить. Огромный труд вкладывает и топливный дивизион. Это на нем конверсия и реконверсия вместе с обогащением по изотопу 235. Экспорт обогащенного уранового продукта, таким образом, это не только максимализация прибыли, но еще и тысячи высококвалифицированных рабочих мест. Это тоже нужно держать в голове, если беремся размышлять об ограничении или о наращивании объемов экспорта. И да, к четвертому этапу переработки природной урановой руды мы еще обязательно вернемся. Нюансов много, и они важны. Ну и пятый. Финишный этап переработки урановой руды. Фабрикация самого ядерного топлива. Порошок обогащенного уранового продукта за счет либо спекания, либо вибрации формируют в топливные таблетки. Таблетками набивают тонкостенные и длинные тепловыделяющие элементы, твелы. Эти твелы собирают в пучки, в тепловыделяющие сборки, в ТВС. Последняя операция – доставка уже готового к использованию ядерного топлива на площадке атомных электростанций, манипуляция на которые уже не забота топливного дивизиона. Там все операции на операторах станции. Из нюансов необходимость использования ТУК – транспортно-упаковочных комплексов. Пенальчик такой для перевозки, в котором спрятано немалое число научных, конструкторских и инженерных усилий. Без них никуда. Требования к ТУКам высочайшие. ТУК обязан гарантировать сохранность ядерного топлива в любых внешних условиях. При падении с высоты, при пожаре, при взрывах, при стрельбе, при утоплении, при ударах с разбега об стену и любой комбинации всего перечисленного. ТУК обязан гарантировать, что при транспортировке не приключится никаких выбросов радиации изнутри наружу. Пусть 5% урана не очень сильно фонит, но гарантии должны быть точно 100%. И это ведь еще не все. Облученное ядерное топливо, отлежавшее свой 5-летний срок в прореакторных бассейнах выдержки, необходимо транспортировать либо к заводам по его переработке, в случае российского и французского топлива, либо к местам его временного хранения, а затем и к пунктам геологического захоронения, если речь идет о любом другом топливе. Перевозка облученного топлива – это дополнительное требование к ТУКам, которое тоже, в общем-то, вполне очевидно. Даже после 5 лет отлеживания в бассейнах выдержки радиоактивный распад осколков деления прекращается не полностью, а это не только радиация, но еще и постепенный рост температуры. А требования все тоже. Никаких шансов гадости изнутри попасть вовне. Так что такая транспортная тара далеко не простая и совсем не дешевая. Есть место для творчества ученых-материаловедов, инженеров-конструкторов и тех счастливчиков, которым достается проверка образцов ТУКов на испытательных полигонах. Поднять повыше, разогнать, швырнуть гранату, поджечь и одновременно уронить на дно бассейна и посмотреть, что получится. 5 этапов коротко. Первый – добыча и обогащение руды с получением желтого кека, который уже отличный товар для экспорта. Второй – конверсия урана. Третий – обогащение гексафторида урана по содержанию урана-235. Четвертый – реконверсия обогащенного гексафторида с получением обогащенного уранового продукта, в сотни раз более дорогого товара на экспорт. Пятый – фабрикация ядерного топлива и получение максимально возможной прибыли с окончательным расчетом после доставки этого ядерного топлива на площадку атомной станции заказчика. Особенность Росатома – нулевой экспорт природного урана, поставки на внешние рынки только обогащенного уранового продукта и готового ядерного топлива. Нюанс.
В своем выступлении президент России предложил правительству задуматься об ограничениях поставок недружественным странам урана и ни слова не сказал о таких же мерах для ядерного топлива. Случайно? Лично мне кажется, что нет. Причина снова сугубо технологическая. Вот так выглядит ТВС, тепловыделяющая сборка для атомных электростанций западного дизайна. А вот это ТВС для атомных станций советского и российского дизайна. Сечение в виде квадрата – западный дизайн, сечение в виде шестигранника соты – наш, отечественный. С этого места можно, конечно, в карьер, как именно геометрия размещения топливных таблеток влияет на характер протекания цепной реакции деления, но предлагаю это на сладкое как-нибудь потом. Давайте остановимся на том, что у квадратных и у шестигранных ТВС разные системы крепления, разная конфигурация всего внутриреакторного оборудования, что и не дает никакой возможности взаимозаменяемости разных видов топлива. Все строго. Шестигранники только для АЭС советского и российского дизайна, квадраты для АЭС западного дизайна. То, что вот уже 20 лет американская компания Westinghouse, продираясь сквозь смены своих владельцев, банкротство и прочие сложности, рвется на рынок шестигранников, в последнее время вспоминают часто. Процесс идет, мягко бы сказано, со сложностями, но все равно идет. Можно роман написать про все эти интриги. А вот о том, что у Росатома в топливном дивизионе есть подразделение с характерным названием ТВС квадрат, вспоминают куда как реже. Если коротко, процесс взаимопроникновения имеет взаимный характер, а большая успешность американской компании обусловлена не какими-то новыми технологиями с их стороны, а политическим давлением. Но я, собственно, о том, что Владимир Путин предложил правительству задуматься об ограничениях поставок урана. Именно урана, а не ядерного топлива. На сегодня доля Росатома на мировом рынке поставок ядерного топлива всего 17%. И атака, ведущаяся на этот небольшой сегмент, в последнее время приносит для атакующих весомый результат. Разумеется, атака прикрыта демагогией. Все те подневольные, кто отказывается от российского топлива, называют это диверсификацией поставщиков. Для постороннего уха вроде как и благозвучно, но только для совсем постороннего. Осведомленные точно знают, что компаний, способных производить ядерные шестигранники, на планете всего две. Топливный дивизион Росатома, холдинг ТВЭЛ, и европейские заводы американской компании Westinghouse. Так что в этом случае слово «диверсификация» на русский язык переводится как «Штаты приказали нам обеспечить заказами Westinghouse». Люди мы подневольные, что сказали, то и будем делать. Вот после того, как пробежались по технологическим подробностям, давайте про экономическую составляющую. За последние годы объем мировой добычи урановой руды стабилен. За год добывается порядка 50 тысяч тонн природной урановой руды, желтого кека. Пока все нормально. Приблизительно такие же слова можно сказать про любой другой первичный энергетический ресурс. Но следующая фраза в описании мирового рынка желтого кека звучит следующим образом. Мировой спрос на природный уран в последнее время стабилизировался на уровне 60 тысяч тонн. Еще раз. Стабильно добывается 50 тысяч тонн, стабильно потребляется 60 тысяч тонн. Могу только повторить. Рынок урана уникален и неповторим. Никакое другое сырье и рядом не стояло. В многих и многих комментариях к нашим передачам на тему мирного и не очень атома приходится читать критику контракта Гора Черномырдина, он же ВОУ-НОУ, высокообогащенный уран, низкообогащенный. Дескать, неправильно мы оружейный уран разубоживали, теперь вот совершенно безоружный перед могучими США. Думаю, что придется сделать отдельный выпуск на эту тему. Фейк устойчив, постоянно подогревается. Цель подогревателей вполне очевидна. В руководстве России и Росатома у нас, оказывается, предатели засели, а потому пора браться за топоры. А в качестве анонса к будущей передаче цитата из CNN 24 сентября сего года. Внутри строго засекреченного объекта в Окридже, штат Теннесси, рабочие превращают старые ядерные боеголовки в топливо, которое будет питать города. Рецепт создания усовершенствованного реакторного топлива предполагает плавку оружейного урана с низкообогащенным ураном в тигле, массивном металлическом котле, нагретом примерно до 2500 градусов по Фаренгейту. После печи светящаяся оранжевая отливка, наполненная горячим жидким ураном, медленно опускается в охлаждающую камеру. Затвердевшее готовое изделие, похожее на черный уголь, можно смело брать в руки. Штаты и сейчас вынуждены переплавлять высокообогащенный уран для нужд своих атомных электростанций. Ровно так же, как во времена действия договора ВОУ-НОУ, они добровольно, без всяких договоров с Россией, разубожили 200 тонн своего оружейного урана. АУ, любители раскрывать страшные заговоры,
Ждать хор ваших голосов о заговоре еще и в Пентагоне с Белым домом? Или вы гораздо орать только против России? Я не просто так вспомнил эту историю. Фокус с тем, что уран потребляется в количествах, превышающих объемы добычи, именно вот в таких процессах. В ход идут запасы времен Холодной войны, копившиеся десятилетиями. Хранение оружейного урана технологически непростой, а потому затратный процесс. А владельцы АЭС готовы платить хорошие деньги. Вот, собственно, и весь лейтмотив. Деньги настолько хорошие, что государство, а доступ к высокообогащенному урану в любой стране имеется только у государственных структур, идут на инвестиции в создание технологий переработки оружейного урана. И поскольку с технологиями и этапами переработки урановой руды мы уже более-менее разобрались, давайте-ка глянем, где прячутся прибыля. В качестве наглядного примера используя Штаты. Про эту страну просто больше информации в открытых источниках. По данным World Nuclear Association, Всемирной ядерной ассоциации, годовая потребность Штатов в уране, если ее пересчитать на природную руду, 18 137 тонн. Кстати, с начала этого года, оценив рост стоимости желтого кека на мировых рынках, американские компании приступили к бурному восстановлению добычи на собственной территории. Эту новость тоже норовят ткнуть в нос, вопя об очередном успешном успехе. Добыча в этом 2024 году действительно устремилась ввысь. По итогам 2 первых кварталов в Штатах добыто 70 тонн урановой руды. Нет, я не ошибся, слово «1000» отсутствует, просто 70 тонн. С вашего позволения, уважаемые зрители и слушатели, я не буду пересчитывать процентное соотношение добытого и объема спроса, дабы в нулях после запятой не путаться. Да и прочие расчеты проведу приблизительно. Важен порядок чисел, которого вполне достаточно для понимания происходящего. Предлагаю не уточнять спотовые котировки на мировом рынке до последнего американского цента. Берем по 2023 году $80 за фунт или $200 за килограмм. Жалко, что ли? Тогда годовая потребность США в урановой руде в долларах 4 миллиарда. А вот данные по итогам 2023 года. Росатом поставил для американских атомных электростанций 702 тонны обогащенного уранового продукта на сумму 1,2 миллиарда долларов. Пересчитываем в доллары за килограмм. Получается $1709 за кило. Странно? Но калькулятор не врет ни разу. Все расчеты верны. Желтый кек по $200 за килограмм, обогащенный урановый продукт по $1700 за килограмм. В 8,5 раз дороже. Будут итоги текущего года, я уверен, что соотношение окажется еще выше. На текущий момент стоимость конверсии урана $60 за килограмм. Но это, как видим, не самая большая добавка в конечную цену. Основная прибавленная стоимость, разумеется, в обогащении урана по содержанию делящегося изотопа 235. Для того, чтобы корректно рассчитывать усилия, необходимые для разделения на две фракции двух изотопов одного химического вещества, имеется очень удобная единица измерения. Единица разделительной работы по разделению изотопов. Для краткости по разделению изотопов опускают. Специалистам вполне достаточно единицы разделительной работы, аббревиатура ЕРР. Удобство в том, что ЕРР не зависит от применяемой технологии разделения. Для одинакового разделения смеси изотопов требуется одинаковое количество ЕРР. Для того, чтобы обогатить уран по содержанию изотопа 235, все, что нам требуется, это определенное количество гексафторида урана и определенное количество единиц разделительной работы. То и другое зависит от того, сколько именно урана-235 остается в хвостах каскадов обогащения. Или, другими словами, насколько полно удается выдавить уран-235 из природной руды. В природной руде, напоминаю, 0,71% изотопа 235. Вот за ним, собственно, и ведется охота. Европейские центрифуги оставляют в объединенном уране 0,3 урана-235. Российские центрифуги вроде как 0,2. Вроде как. Потому что Росатом не любит рассказывать обо всех своих рекордах в этом направлении. И ходят непроверенные слухи, что газовые центрифуги поколения 9+, вытаскивают 0,61% урана-235, оставляя в объединенных хвостах 0,1, в 3 раза меньше, чем получается у европейцев по технологиям компании Юренко. Для того, чтобы было понятно, чем важны эти десятые доли процента, приведу числа. Если в отвалах остается 0,3 урана-235, то для получения 1 килограмма урана с обогащением 3,6% требуется 8,2 килограмма природного урана и 4,5 единицы разделительной работы. Если же в хвостах остается 0,2,
то для получения того же килограмма с обогащением 3,6% уходит 6,7 килограмма природного урана и 5,7 единиц разделительной работы. Экономия по природному урану 1,5 килограмма, перерасход по единицам разделительной работы 1,2. Вот теперь можно прикинуть, что получается по экономике. С учетом того, что в августе 2024 года стоимость единицы разделительной работы на мировом рынке выросла до $174. Европейская технология и 1 кило урана с обогащением 3,6% – это по природному урану $1640 и по стоимости 4,5 единиц разделительной работы еще $783. Итого $2423 за килограмм обогащенного до энергетического уровня урана. По российским технологиям получаем $1340 по природному урану и по стоимости 5,7 единиц разделительной работы еще $992. Итого $2332 или на $100 дешевле, чем при европейских технологиях. Конкурентное преимущество заметно даже при мировых спотовых ценах, но есть нюанс, который, как бы речь шла о действительно свободной конкуренции, дал бы дополнительный эффект. На закрытие всех своих заводов по обогащению урана компания Юренко сэкономила бы горы денег. Себестоимость единицы разделительной работы на обогатительных заводах Росатома составляет 50 киловатт-часов на одну единицу. Уже понятно? Не, мне не лениво. Я калькулятором пользоваться умею. От щедрот душевных я предлагаю считать, что Росатом платит за киловатт-час 7 рублей. Не жалко. Тогда те самые 5,7 единиц разделительной работы на килограмм урана с обогащением в 3,6% обходятся в гигантские 40 рублей. Сравнивать с продажными $992 по мировым ценам будем или поскромничаем? 50 американских центов и $992. Поупражняйтесь самостоятельно. Благодаря имеющимся у нас технологиям мы и при мировых-то коммерческих ценах выигрываем у европейцев под $100 с килограмма обогащенного до энергетического уровня урана, при этом имея запас еще в $990. Вот для того, чтобы Росатом не раскатал всех конкурентов в тонкий блин, и идет в бой политика, которая ничего общего с пресловутым свободным рынком не имеет. До лета этого года законодательное ограничение на импорт обогащенного уранового продукта из России в Штатах было 20%. Нет другого способа оставить в живых компанию Юренко и ее завод на территории США под оригинальным названием Юренко USA. Теперь администрация Байдена и вовсе запретила ввоз обогащенного уранового продукта из России, чему никто из владельцев тамошних атомных электростанций, а атомные электростанции в Штатах частные, почему-то ни разу не обрадовался. Будут драться за исключение, искать лазейки в запрете. Деньги любят, такая вот у них слабость. Сработает ли законотворчество Байдена в ближайшей перспективе? Исключение возможно до конца 2027 года. Именно до этого срока Министерство энергетики США может дать разрешение на импорт российского обогащенного уранового продукта при, процитирую, отсутствии аналогичного товара на международном рынке и при угрозах энергетической безопасности США. Хватит оставшегося времени на построить новые заводы по обогащению урана? Правильный ответ – нет. Найти возможность инвестирования, добиться соглашения с Юренко, которая не передает свои технологии американским недоучкам, которые так и не освоили, еще раз напомню, технологию газовых центрифуг. Найти площадку под строительство ядерного объекта, получить у государственного регулятора лицензии и, собственно, построить. По времени последнее строительство нового завода по обогащению урана компания Юренко, завод на территории Франции, заняло 7,5 лет. Следовательно, даже при самых оптимистичных раскладах, без российского обогащенного уранового продукта штатам нужно продержаться 7-8 лет, при условии, что доля атомной генерации в их энергобалансе составляет около 20%. Казалось бы, что не так уж и много. Российского обогащенного уранового продукта на их рынке 20%, атомная генерация тоже 20%. То есть речь идет о каких-то 4% в общем энергобалансе, которые легко заткнуть солнечными ветряками. Вот только есть нюанс. Куда без нюанса? Ни дня без нюанса. Объем поставок в Штаты урана из Казахстана и Узбекистана в среднем 15%. Безликая фраза, если не учитывать все только что сказанное, если забыть о том, что Юренко USA работает с канадской рудой, а мощность завода по обогащению обеспечивает не более 15% от общего спроса. Оказывается, из Центральной Азии в США идет не природный уран, а обогащенный урановый продукт, хотя ни в Казахстане, ни в Узбекистане заводов по обогащению урана просто нет.
ограничение в 20% по закону США на российский уран. А узбекский уран, даже после обогащения по урану-235, все равно ведь остается узбекским. Вот так на таможне и запишем. Бумага терпит. Но реальная доля российского обогащенного уранового продукта на американском рынке не менее 30%. Так, может быть, ограничивать не только поставки обогащенного уранового продукта, но и работу по его обогащению, если конечным заказчиком выступают компании из недружественных стран? Разумеется, это только мое личное мнение. Решение принимать предстоит нашему с вами правительству. В любом случае, момент, который Владимир Владимирович выбрал для своего предложения, в той части, что касается урана, выбран исключительно точно. Договор ВОУ-НОУ закончился в 2013 году. Договоры о поставке обогащенного уранового продукта компания Техснаб-Экспорт, Тенекс на международном рынке, с частными компаниями-владельцами американских АЭС подписывала в основном в 2014 году сроком на 10 лет. Если ограничения будут введены с 2025 года, то Росатом не нарушит никаких контрактных обязательств, а просто не подпишет новые договоры. С этой стороны никакой опасности в виде штрафных санкций нет. Будет ли нанесен ущерб Росатому в связи с тем, что он не сможет зарабатывать на американских потребителях? В прошлом году в деньгах поставки составили, напомню, 1 миллиард 200 миллионов долларов. Нюанс, конечно, есть. Прошлогодняя сумма была максимальной с 2014 года, поскольку американские компании, зная о бездумных планах своего правительства, выгребали все остатки, не выбранные в предыдущие 9 лет. Средняя сумма по году была на 300 миллионов долларов меньше. Это раз. Два. Стоит внимательно присмотреться к зарубежной активности Росатома. В следующем году, к примеру, будет введен в эксплуатацию первый энергоблок нашей атомной электростанции Аккою в Турции и первый энергоблок атомной электростанции Рупур в Бангладеш. Первая загрузка реактора – это 130 тонн свежего ядерного топлива. То есть уже в 2025 году в активную зону загрузят 260 тонн обогащенного уранового продукта в составе топливных таблеток, само собой. А компенсировать надо 700 тонн обогащенного уранового продукта, который в прошлом году поставлялся в Штаты. То есть арифметика предельно проста. 5 новых энергоблоков компенсируют средние поставки США полностью. Вспоминаем. По 4 блока ВВР-1200 сейчас в строительстве в Индии, в Китае, в Египте, по 2 в Иране и в Венгрии. Продолжение явно последует. Да, какое-то время придется поработать на склад, но ничего ужасно плохого в этом нет. Росатом разворачивает, напомню, еще и большую атомную стройку у нас дома. Так что склад переполнить точно не удастся. Могут Штаты справиться с такой проблемой, продержаться с десяток лет, пока общими усилиями не удастся построить новые заводы по центрифужному обогащению? Могут. Могут. Я уже рассказал, как именно это они могут сделать. Продолжать разубоживать оружейный уран в необходимом объеме. Пойдут Штаты на это? Не скажу, пусть сами думают. Но перед размышлениями я бы этим мыслителям посоветовал еще пару раз прочитать текст свежих изменений к ядерной доктрине Российской Федерации. Владимир Владимирович вполне последовательный. Сначала посоветовал правительству подумать над эмбарго урана и только потом сообщил об обновлениях этой доктрины. Впрочем, для особо тупых может и не дойти. Может, для большей убедительности рвануть что-нибудь приятное и полезное на новой земле, а то у нас там ко всему готовый полигон уже столько лет без дела простаивает. И на дорожку. Об еще одном направлении в мировой атомной энергетике и о том, как на его развитие потенциально может повлиять размышления нашего правительства в ответ на предложение президента. Атомные станции малой мощности, причем модульные, где малая мощность до 300 мегаватт. Идея вполне конструктивная. Не пытаться одолеть строительство гигаваттных блоков. Вместо этого в заводских условиях, что снижает стоимость и сокращает сроки производства, создавать блоки, которые можно будет транспортировать, и тогда на площадке будет оставаться только провести монтажные работы и все регламентные предзапусковые мероприятия. Будет маловато объемов генерации, в том же режиме повторяем и ставим второй блок, третий, и так шаг за шагом. Для стран, чьи объединенные энергетические системы невелики, вообще идеальный вариант. Ввели один блок с атомной станцией малой мощности, подрастили емкость энергосистемы, глядишь, и второй с третьим понадобится. Сейчас в мире у компаний разных стран в работе более 50 проектов малых атомных энергоблоков. Реализован ровно один – плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» в порту Певека. Это на берегу той самой Чукотки, где уже работает атомная станция малой мощности, на полвека опередившая нынешнюю активность в этом направлении. Билибинская атомная электростанция в составе 4 блоков, один, правда, сейчас уже остановлен, по 12 мегаватт. Уже строится атомная станция малой мощности на базе реактора Ритм-200Н в Чукотке, мощность 55 мегаватт. На подходе китайский проект, но о нем пока не очень много информации в открытых источниках.
Все прочие проекты на сегодня бумажные, эскизные, не прошедшие процедуры лицензирования у государственных регуляторов в странах, где зарегистрированы компании-вендоры. Но об этих перипетиях не сегодня. Сегодня о ядерном топливе для атомных станций малой мощности. Если в активную зону малых реакторов ставить топливо со стандартным обогащением в пределах 5%, то делящегося материала будет просто физически мало. Придется чистить со сменой топлива. А каждая смена топлива – это временная остановка работы, что снижает экономическую привлекательность таких проектов. Выход вполне очевиден – увеличивать уровень обогащения по урану-235 до максимальной планки, дозволенной МАГАТЭ. Низкообогащенный уран по нормативам этой организации – это 20%. Все, что выше – это уже шаги к созданию атомного ядерного оружия. Вот потому топливо для наших атомных ледоколов последнего поколения имеет обогащение в 19,5% по урану-235. Максимум по экономике, но в пределах нормативов МАГАТЭ. Для такого обогащенного уранового продукта на дичавшем Западе придумали отдельное название с аббревиатурой ХАЛЕУ. Но это их проблема. Для нас это энергетический уран в 19%. Не очень коротко, зато уж точно понятно, о чем именно речь. Такое обогащение в промышленных масштабах освоено ровно одной компанией на третьей по счету от Солнца планете. Разумеется, Росатомом. Политический лидер величайшей демократии на планете Джо Байден в начале года хвастался тем, что компания «Центрум» одолела производство аж на 90 килограммов 19% обогащенного уранового продукта и теперь планирует выйти на 1000 килограммов в год. Планирует, кто ж спорит. Только к какому году планирует, неизвестно. Впрочем, если разубожить еще десяток-другой тонн оружейного урана, все у них получится. Но давайте уж как-то серьезнее. Не пойдут они на это, ибо боязно. Реакторы наработчики оружейного плутония по договору с Россией остановлены. Собственных технологий обогащения урана по изотопу 235 просто нет. И в таких условиях добровольно и с песнями разоружаться перед Россией Штаты точно не способны. Вот поэтому давайте трезвенько так. Если наше правительство введет запрет на поставки именно 19% обогащенного уранового продукта, то это станет гарантией отсутствия конкуренции в секторе атомных станций малой мощности еще лет так на 10. Подписателям меморандумов о строительстве атомных станций малой мощности по американским технологиям из городов Варшава и Киев мой пламенный привет. Я не стал рассматривать зависимость от российского обогащенного уранового продукта еще двух крупных потребителей – Франции и Южной Кореи. Но только по одной причине. Для одной передачи и Штатов вполне достаточно. Южная Корея уверенно присоединилась ко всем антироссийским санкциям, в числе прочего зажав танкеры-газовозы, которые она построила по заказу для Арктик СПГ-2. Нехорошо себя так вести. А потому, лично мне кажется, поставить их в ядерно-топливный угол носом – педагогически оправданный метод. С Францией посложнее, поскольку Франция – это турбинная компания «Арабелл» для наших атомных электростанций за рубежом. У себя дома-то мы потерпим, пока изделия силовых машин наберут нужное количество безаварийных машинных часов. А вот зарубежные заказчики такую романтику на дух не переносят. Обидно, но вот такой факт, от которого так просто не отмахнешься. Правда, есть нюанс. Куда без нюансов? Второй по объему реакторостроитель после Росатома пул китайских атомных корпораций в количестве 3 штук. У них с их собственными турбинами все в шоколаде. И именно по этой причине у французской компании «Арабелл» ровно один заказчик на гигаваттные турбины – Росатом. Такой вот симбиоз. Я не очень понимаю, полезен или вреден ему запрет на поставки российского обогащенного уранового продукта. Ну и еще в ту же копилку. В конце прошлого века, когда наш Минатом получил контракт на строительство 2 энергоблоков на атомной электростанции Тяньвань, соглашение было пакетным. Мы в Китае еще и завод по обогащению урана построили мощностью 7500 тонн единиц разделительной работы. Разумеется, при таком количестве атомных строек, которые сейчас развернуты в Китае, никаких разговоров об экспорте китайского обогащенного уранового продукта и в помине не было. Но с появлением американского закона о запрете импорта российского обогащенного уранового продукта, китайский обогащенный урановый продукт уже родился, появился. Так бывает, знаете ли. Китай попросил за деньги побольше обогащенного уранового продукта у Росатома, Росатом не отказал. Кто и как теперь делит прибыль с американских предпринимателей, чуть не сказал Лохов, но вовремя остановился. Нам с вами, если и скажут, что сильно погорят. Не думаю, что российские и китайские атомщики друг друга обидели. Скорее уж на 2 языках разучили песенку Буратино о том, на кого именно не нужен нож. Мне кажется, на сегодня вполне достаточно. Я постарался рассказать хотя бы часть того, о чем именно приходится думать правительству после предложения президента. Какие выводы и когда правительство сделает, время покажет.